Всем привет! С вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня мы остановились в кафешке на трассе. Здесь достаточно простецкие блюда, но хот-поты стоят по 39 тысяч. А также мы решили пройтись по достаточно дешевым блюдам. Вегетарианским, можно сказать, потому что здесь много интересной разной травы. Как бы это ни звучало. Давайте-ка посмотрим. Это интересное место. Как вы все знаете, во Вьетнаме сейчас сезон дождей. А если не знаете, заходите в мой телеграм-канал, потому что я там пощу всякие еще события дополнительные, которые у нас здесь происходят. Так вот, во время сезона дождей некоторые кафешки здесь предпочитают почему-то быть закрытыми. Здесь было открыто, это классно и здорово, но, во-вторых, здесь действительно очень недорого. Мы заказали и вегетарианских, и мясных тоже блюд. Здесь к нам люди уже, как говорится, рядышком присели, потому что выбор на трассе не особенно богат, и греметь и шуметь они немножко будут. Я уж надеюсь, не настолько сильно, чтобы помешать нашим съемкам. Короче говоря, первый салат уже приехал. Это салат с капустой или салатом, как хотите называйте, бок чой. На мой взгляд, одна из очень даже вкуснейших здесь вещей. Давайте и пробовать, смотреть. По-моему, это просто с чесночком и с подливкой. Отлично. Ну, чесночку-то здесь от души, от души. Ну да, просто салатик. Ну и хорошо, горяченький. Угу. Я вообще считаю, что мы, можно сказать, несправедливо обходим вниманием некоторые исключительно местные овощи. Ну ладно, с бок чоем-то многие знакомы, а у нас на очереди будут исключительно местные тоже. Попробуем. Охрененно, хрустяшно. Приятный чесночный аромат. Ну, кому нравится, тот меня поймет, естественно. И, вы знаете, пожарено. Припущено, так сказать, очень и очень здорово. 35 тысяч этот салатик стоит. Это можно себе к основному блюду в качестве закуски взять и еще и поделиться, потому что здесь много этого. Это очень вкусно. Вот это блюдо стороной обходить ни в коем случае нельзя. Вот здесь появится то, как оно называется. Ребят, увидели? Берите. Смело. Как гарнирчик, как закуска к чему-то, что вы, допустим, основное захотели взять, тот же хот-pot, например. Вот это будет заходить. Роман, пробуй. На этих вещах долго останавливаться не будем. Угу. Ребят, как всегда, отдельная благодарность всем тем, кто уже поддерживает канал. Ну, потому что без вас не получилось бы выпускать даже таких, может быть, простецких выпусков, знаете ли, на трассе. Как можно это сделать? Во-первых, разовый донат на Donation Alerts. На какие-либо цели. От 5000, например, вы написали, что Костян, сними там вот это. От 5000 отдельное будет коротенькое видео с благодарностью от меня. Второй момент. Если, знаете, хотите смотреть все без каких-либо тормозов, без каких-либо интеграций, то есть подписка на Boosty. Стоит она от 150 рублей в месяц. И вы знаете, вы, во-первых, получаете доступ ко всему предыдущему контенту, а там еще и появляется, знаете ли, слегка неформальное, неформатное такое видео, которое я не могу опубликовать на YouTube. И ровно то же самое можно сделать на Patreon, если у вас иностранная карта. Спасибо вам, ребят. Роман, быстренько и едем далее. Ну да, я этот салат очень люблю. Особенно я люблю, как его готовят во Вьетнаме. И здесь не исключение. Это приятный аромат чесночка, дед соус, в котором все немножко потушили. И сочетание с соевым соусом с остреньким. Это прямо супер. Короче говоря, кайф за очень мало денег. Ром, давай сразу следующий салатик. Там Morning Glory у нас вроде на очереди, да? Ага. Это, ребят, исключительно местная трава. Потому что нигде более я такого не встречал. Если салат бок чой еще у нас даже, насколько я помню, продается, можно купить отдельно и, в общем-то, это приготовить, то вот с Morning Glory значительно все сложнее. Ровно то же самое с чесночком и, я думаю, с той же самой подливкой. Да, вот, ну давай поменьше вот так вот возьму.
Это совершенно другой вкус. Как говорится, вегетарианцы welcome. Но и не только. Вот ты знаешь, я, к сожалению, у них не встретил ровно такого же блюда, только чтобы были грибочки разные. Знаете, вот под этим соусом, вот ровно так же приготовлены, например, были бы вешенки или королевский устричный гриб. И это было бы еще дополнительное блюдо. Я обязательно посоветую хозяйке здесь это сделать, потому что у них классный здесь соус. У них здесь правильно это все готовят. Опять же, Роман, пробуй. Я ни в коем случае не докопаюсь до этих вещей. Чеснок прекрасен. Он, вы знаете, он полусырой. То есть он размягчился, но борзота осталась. Так что это надо иметь в виду. Ровно те же самые 35 тысяч это блюдо стоит. На мой взгляд, просто отлично. А то, знаешь, на нас народ ругается: Костян, ты вечно берешь лапшу или там этот рис, нам рис уже задолбал и все прочее. Человек подошел и Рому теребит, значит, что разрешите сделать фотки и все прочее. Давай. Роман, ну и после этой фотосессии быстренькое мнение тоже. А это даже еще вкуснее, чем салат. Видимо, вот этот шпинат, он каким-то прям своим вкусом таким мощным обладает. Ну, а готовка такая же. Прям вот. Ну, соус тот же самый, но вот трава в зависимости от того, что тебе больше нравится. Мне нравится и то, и другое. А у нас еще и следующее есть. Как и всегда в таких местах, обязательно ходит какой-нибудь уличный торговец, который предлагает тебе разные штучки. Вот сейчас наши соседи прикупают. Это рисовая штукенция, я не знаю, внутри там напихано, не напихано. Сейчас узнаем, купим и попробуем. Дополнительное блюдо у нас будет. Давай, сколько они там у тебя стоят? Ромка, у тебя есть мелочевка какая-нибудь? Вот 2 штучки. Ну, 20, да, 80 у тебя сдача найдется. Пускай будет 20, я не против. Он дал еще 7, это значит 13. Как-то у него странно это складывается. Ну ладно, видимо, больше не нашлось. По 5. И куснуть фарш. Это как сосиска. Кстати, неплохая. Далеко не самая плохая сосиска. Черный перец, много. Немножко напоминает митбол. Но вообще прикольная закусь. Может быть, где-то крабьим вкусом отдает. Вы знаете, я бы охарактеризовал это так. В усмерть перемолотый фарш, то есть крайне мягкий. Много черного перца. По-моему, немножко рыбного соуса. Похоже на митбол. В целом, очень даже. Сосиска дешевская, симпатичная. Роман, твое мнение? Ну, обычная соевая сосиска из набора какого-нибудь выживальщика. Один в один. Из набора выживальщика. Ну окей, действительно, на этом тормозить не будем, потому что у нас следующее блюдо. Мне кажется, с этим они немножко ошиблись, потому что я заказывал вот этот горький овощ в 2 видах, а нам почему-то вот вторую тарелку принесли с обычным набором. Здесь вот этот салат и так далее. Вот эту хреновину, ребят, здесь, ну, попробовать, наверное, стоит. Потому что нигде в других местах настолько горького, необычного фрукта, овоща я не встречал. Выглядит он полностью вот как-то так. Произрастает он здесь много где. Ну а мы давайте попробуем, потому что Туин у меня, например, фанатка этого дела. Она
просто вот дайте ей поесть этой горечи. Я сначала просто так. Что-то при первом вкусе знакомое появилось. Что-то у нас имеется такое же. Прежде всего вкус гороха, шкурки гороха, не зерен. А затем горечь. Да. Ну вот да, наверное, я правильно сейчас опишу это, сказав о том, что это похоже на вот зеленый горох вы срываете, там, где еще не дозрелые семечки внутри, и, значит, вот полностью так едите. Только сначала у вас вот действительно вкус гороховый, а затем появляется горечь, и горечь довольно мощная. Почему подается это на льду? Ну, очевидно, чтобы горечь это уменьшить. Ром, давай. Я прям настаиваю, чтобы ты попробовал и не отлынивал от горечи. А с этим мы сейчас разберемся. Мне хотелось вот подробно тем же самым соусом вот этот вот овощ попробовать. Роман, мнение по поводу этой штуки. Нигде, кроме как здесь, вы вряд ли такое встретите. Слушай, я когда первый раз попробовал эту фигню, это, кстати, родственник огурца, если что. Может быть, я не знаю. Я думал, что меня пытаются убить, отравить. Это крайне необычная вещь. Она тоже настолько горькая. Но вот здесь вот, когда она лежит на льду, у нее горечь от настоящей ее горечи осталось где-то, наверное, 30%. И сейчас ее, особенно с соевым соусом, даже приятно есть. Видимо, вот лед убивает горечь. Не исключено, я практически в этом уверен. Нарезано, только все равно. Они попытались сделать вроде как такие малюсенькие кусочки, а потом хватаешь одну, а к ней прицеплена вот эта вот вся остальная братья. На мой взгляд, разочек попробовать стоит. Может быть, не в таком виде, как раз таки в тушеном. Сейчас попробуем разобраться с этим делом, потому что, ну, здесь, что здесь пробовать, здесь и так все понятно, это неинтересно. А теперь, ребят, рыбешка. А рыбешка в данном случае наша мойва. Я очень давно этой рыбки не пробовал. Здесь ее зажарили по самое не балуйся. Даже, я уверен, можно и с головой есть. И самое, что интересное, какой-то специальный к ней соус. Вот такая порция мойвы стоит 75 тысяч. Но я не удержался, как говорится, хочется попробовать. Ну, посмотрим, можно ли все вместе съедать. Можно. Классно. Тот самый вкус. Масла многовато немножко. Зажарено в усмерть. Никаких костей, ничего. Но тот самый приятный рыбный вкус, неповторимый, как говорится, да, он присутствует. Ром, вот смотри, здесь прям как для тебя специально такая красивая, знаешь, не разбежавшаяся. Здесь из-под низа еще тоже такая же красивенькая есть. О, с икрой. Да-да-да, вот тебе с икрой попалось, да? Здесь не все с икрой, очевидно. А я в соусе еще хочу обвалять. Как вы понимаете, соус достаточно острый. Мы коллегиальным решением с Ромкой пришли к тому, что это тамаринд, а следовательно тамариндовый соус с остротой. Ну вот, давайте сюда рыбку вот так и махнем. Да, икра есть. Соус, сказать, что он пикантный, ничего не сказать. Впечатление, что там даже где-то ноты вот этого креветочный, или как он называется, супер вонючий. Но здесь его чуть-чуть совсем, если он вообще есть. Может быть, это рыбный. Вообще интересно. Народ сейчас скажет такой: Костян, ты нам про мойву рассказываешь? Ну, ребят, ну здесь это действительно редкая рыбеха. Не часто встречается, хотя купить можно действительно и некоторые наши, даже товарищи, которые здесь вот локалы проживают, продают, допустим, копченую мойву и так далее. Ром, с соусом, ну что ты вот уже, давай, несколько рыбек съел, я вот тоже
Подъем головы — это чисто моя эстетика, просто не очень люблю. Слушай, я не хочу портить впечатление, потому что мне очень понравилось. И это Ага. вкус, который я лет 10-12 уже. Не, спасибо, я соусом не буду. А, ты так. Ну, Да. давай. Я вот говорю, мне прям очень понравилось. Это настолько вкусно, что я не могу остановиться. Вот вкус, который лет 10-12 уже не пробовал. Это прям, блин, почему я раньше-то во Вьетнаме этого не находил? Ну, вот видишь, а сегодня мы прошлись, по тем блюдам, которые мы обычно здесь не заказываем. Мойва хорошо пожарена, в кляре. Сделали здорово. Все съедается напропалую. Но стоит, вот она, 75 тысяч, ребят. Не знаю, за сколько здесь рыбешек было. На мой взгляд, это, конечно, дороговато, но и учитывая, что это не местная рыба, а привозная, тогда и неудивительно. Ну и ладно, у нас на очереди хот-поты. Стоят они по 39 тысяч. Здесь морепродуктовый. Очевидно, потому что креветка есть, кальмар имеется, ананас. Ребята, я первый раз в хот-поте, по-моему, встречаю ананас. При этом, заметьте, также бекон с грибами. Вот это сочетание. Ну, вот эта штука, наверное, лишняя. Это вы сами знаете, это митболик вот этот вот. Ну и ладно, пускай кипит. Дальше из травы Morning Glory, китайская капуста. Ну и вроде как на этом все. Ну, одному-то человеку поесть, очевидно, хватит. Дождемся, пускай закипит. Ну вот оно маленько и забулькало, и хорошо. Давайте вынимать. Это, понятное дело, на одного. Так что, грубо говоря, один хот-пот. О, сосиска еще есть. Один хот-пот попробую я, а второй уже и Ромка отведает. И пока я буду пробовать первый, для Ромки пускай подогревается второй. Ну и что ж, быстренько попробуем хот-пот. Ромкин разогревается, а я свой попробую. Бульон интересный. На мой взгляд, слегка сладковат. Кальмар. Сойдет. Мы его чуть-чуть переварили, но ничего. Бекон с грибами иноки, это как обычно, стандартный здесь набор. Вы уж извините, как-то это придется впихнуть в себя. Ну и креветочку. Опять же, нечищенную. Уж не знаю для чего. Не чистят, чтоб, может, вкуса больше от панциря было. Но от одного-то будет небогато вкуса. Ну, чистится, кстати, неплохо. На вид очень даже. Отличная креветка. Молодцы. Слушайте, учитывая количество всякой еды в бульоне, 39 тысяч, а это блюдо на одного, ну, этим можно объесться. Ну, пока я накладываю, я отличий-то особых не вижу от того, что ты пробовал. Здесь тот же набор, только А ананас есть у тебя? Вот у меня есть ананас. Только ананаса нет, но даже вот кальмар есть, сосиски, креветка, иноки с беконом и вот эти вот шарики. Все то же самое. Вареный ананас это за гранью, ребят. Ну, другими словами, я бы, вот мой хот-пот, не знаю, что Рома сейчас скажет, назвал бы так. Ну, вполне себе пожрать. Восхищения особенного нет. Но в то же время сытно, неплохо и довольно вкусно. То есть в восторг меня это не привело, но и в уныние, знаете ли, не окунуло. Ну, я скажу так, что это просто куча еды, которая между собой несовместима. И бульон ничего особого из себя не представляет. Вот я вчера ел фобо за 40 тысяч, то есть та же самая цена. Ну да. Фобо будет намного вкуснее, намного сытнее, ну и как-то полноценное блюдо. А здесь не пойми что. Креветка, сосиска, шарики какие-то, блин. Ну, непонятная еда для меня. И вы знаете, я с Ромой в общем-то и целом согласен. Напихали еды, но целостности, понятия о том, что
они тебе предлагают. К сожалению, в этом блюде нет, потому что, ну, митболы вот эти, грибочки. Ну, ребят, ну, придумайте свой супешник, ну, в конце концов, да тоже фошку варите и предлагайте. Здесь просто разнообразие, которое вот все запихнули. Рома правильно вот как раз и сказал про то, что напихали. Я бы только чуть-чуть, Ром, тебя поправил. Не сочетающиеся, или как ты там сказал, а, скажем так, ну окей, все вместе. Кальмар, креветка, грибы, этот самый митболы, там трава Morning Glory. Они в принципе да сойдет. Но это просто получается мешанина из всего, что было под рукой. Другими словами, захотели дома суп сварить, открыли холодильник, и там, знаешь, есть лучок, картошка, какая-нибудь капуста, еще что-то, и ты такой, а что-нибудь по типу щей сейчас сварю. И вот все, что у тебя было, накидал, и вот оно у тебя получилось. Здесь примерно то же самое. Наесться можно? Можно. В восхищение прийти нет? Да, не придешь в восхищение, но по цене нормально. Но и опять же, как Рома выше сказал, за те же самые 40 тысяч здесь продается замечательнейший суп с уткой. Один из моих любимейших. Даже у меня может быть суп фобо. Сейчас перешел на вторую ступень. Я очень люблю суп с уткой. Ну и фошка классика, да? Куда ж без нее? Она за те же самые 40 тысяч, но где ты понимаешь, что ты ешь и так далее. Окей, подведем итог. Вы знаете, для трассы очень даже неплохо, потому что здесь, ну, на мой взгляд, может быть, они, к сожалению, не сконцентрировались на чем-то одном, потому что здесь действительно, как я выше говорил, фобошница, либо с уткой суп. Но это исключительно те места, где только это и готовят. Но там они и готовят, ребята, это просто очень классно и вкусно. И здесь же такое простецкое местечко, куда ты заскочил, можешь попробовать этого, другого, третьего. Здесь даже клешни краба есть, но мы уж сегодня не брали, мы совсем недавно их пробовали. И вы знаете, для трассы, повторюсь, это неплохо, а самое главное, недорого. Поэтому я не конкретно про это место говорю, а про вот в принципе такие места, где вы, проезжая по дороге, например, из Хошимина, там, в Фонтиет или еще дальше, если собрались путешествовать, примерно представляли, что можно здесь попробовать. На мой взгляд, очень неплохие вот эти вот как раз-таки салаты, теплые, с овощами. Это вот просто так смело можно брать. Ну а хотпоты сытно, но без изысков. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Нахрена зубочистку впихать? Ребят, вы чё? Чтоб ты не расслаблялся. Держи. Ромка любит обляпаться вечно. Так в последнее время... У тебя жена не ругается, что ты потом приходишь весь такой из себя? В последнее время это ты делаешь. Да? С кем поведешься?